Добрый день, 30 июля, я на прогулке, погода вот такая сегодня. Значит, посмотрел утром ролик на YouTube, вернее послушал на канале Доктор Ник, или как-то так. В общем, парень там какой-то врач, эндокринолог, он там гастроэнтеролог. Ну, все у него на фоне вот эта медицинская движуха, на фоне его предыдущих экспериментов с питанием идет и так далее. Я так понимаю, он сам по себе медик, но вот эти всякие направления он уже потом открывал, когда посидел на веганстве, на карниворах, на всем таком. В общем, грамотный мужик, и все те, кто интересуется кето и карниворами, я так понимаю, через его канал проходят однозначно. Ну и вот у него на канале был мужичок, интервью с ним какой-то Фарид, не помню, с Казахстана. Дядька там за 60 лет ему. Ну и ролик что-то назывался типа «Зависимость от углеводов». Ну, там другим словом было, нехорошим названо это все. Вот, ну, суть в том, что люди капец как зависимы от углеводов. В общем, я это все послушал. Ну, довольно грамотно, как на мой взгляд, рассказано, показано. У этого Фарида своя там клиника по похуданию или что-то вроде того. Это я так, если в кавычках назвать. Там у него своя схема, система религиозная, какие-то там моральные еще движухи. Ну, не то, что он там секту сколотил, а именно подход у него к похуданию такой. Он как бы воздействует на желающих похудать именно со стороны там религиозности и всего как-то. Ну, блин, я, может, неправильно объясняю, короче, не суть важно. Смысл в том, что его послушав, действительно, я пришел к выводу, что он прав в какой-то степени, почему как бы общество сейчас в таком плачевном состоянии по здоровью, по внешнему виду, ожирение, вот это вот все. То есть, да, скорее всего, углеводы это та еще зависимость, и проблема не в том, что люди едят плохую еду, а в том, что в ней, наверное, все-таки доминируют углеводы, да? Вот, посмотрел, послушал, подумал, понравилось. Потом пообедал и сажусь пить чай. А я обычно раньше с финиками пил его, ну, там штук 5, там ел, там 3, когда как. Уже много, ну сколько много, 2 года. Вот, или 3 даже. Заменил, когда всякие вкусняшки сладкие при похудании в своем большом прошлом, заменил на финики, вот это все сладкое. С тех пор как бы и ем. Ну а тут я сейчас же снижаю углеводы до 100 грамм в день хочу. Пока не очень получается, но фиников 5 штук никак там не вписывается. Поэтому я решил есть по одному хотя бы. И я такой раз сажусь пить чай, а фиников-то нету. В квартире нету, а они в келлере внизу, ну, в этом подвальчике, короче, в кладовке. Надо спускаться по лестнице, в общем, идти в общий подвал в доме. И мне так что-то лень стало, а с другой стороны такое ощущение утраты. А как же я без моего сладенького финика? Я прям ощутил эту зависимость, люто осознал ее. Потом посмотрел на пачку печенья, которую вчера жену заставил купить, чтобы я вечером молочко с печенюшкой пил. И понял, да, таки да. А потом еще вспомнил, как утром я не могу попить кофе без кусочка шоколада черного. И еще больше опечалился. Думаю, блин, какой же я зависимый человек. Ну и шутки шутками, а получается, что вот нельзя без, в моем случае, сладкого. Ну или я еще не знаю, как это побороть. Пока что очень тяжело. Так, дождь пустился, буду открывать зонтик. Вот он у меня такой маленький, а то промокну. Ну и вообще я должен сказать, что вот эта задача снизить до 100 грамм углеводов в день, она мне очень тяжело дается. Я, во-первых, пребываю в каком-то ступоре, что ли, по меню. Я-то думал, все пойдет довольно просто. Я там уберу какие-то эти салаты свои, там что-то сокращу сладкое, там хлеб какой-то, сухари там такое, и буду просто больше мяса есть. А получается, что больше мяса есть сильно и не получается. Ну, то есть какой-то шмат там
свинины в обед я могу сделать, там говядины, но тем не менее по калориям и по желанию есть это не перекрывает. То есть я же привык все равно к определенным сочетаниям и так далее. Вот, например, рыбу, там какую-то семгу, я саму по себе практически не ем. Я ем ее там хоть с небольшим количеством, но риса. Сельдь там я ем все равно с картошечкой отварной. Ну вот, а это же углеводы. Вот и, соответственно, если я сейчас с утра ем основную массу всех углей, кашло, то получается на обед мне его уже как бы есть нельзя, иначе будет перелимит. То есть надо уже планировать так. Раз сегодня я буду есть рыбу в обед, значит надо рассчитать, что рис будет с этой рыбой, а с утра, значит, нужно урезать эти угли. Ну, в общем, вот для примера, да, сказал. Вот такие вот пока что сложности. То есть хочется и перейти вроде на 2 приема пищи, но я не понимаю, как это по времени сделать. Вот я сейчас ем по утрам намного плотнее, меньше делаю углей, добавил туда, ну, условно, там 50 грамм риса сегодня съел. И там было 100 грамм фарша этого индюшиного и 2 яйца жареных. Фарш тушеный с этим рисом, короче, рис долго варится, потому как он не шлифованный. Вот, ну, яйца жареные, соответственно. А раньше я съедал, ну, просто, типа, там, 100 грамм этого риса с каким-то этим маслом или чем-то. Вот, получается, сейчас я съедаю больше по калориям, ну, или там, ну, да, по идее, больше. Но уже значительно раньше, чем раньше, я захотел есть. То есть непонятная ситуация. Соответственно, около 12 я уже начал там обедать, а завтракал в 7 утра. И вот сейчас хожу гуляю, туда-сюда. В 4 мне надо будет что-то поужинать еще. И вот 2 огромных приема как-то мне ну совсем никак не рисуются. Получается, что нужно делать 3. Но вечером я люблю молочко. А сочетать молочко с чем-то там мясным еще, ну вообще как-то тоже по-дебильному. Короче, я прям в раздумьях, как же быть. Надо полностью менять свой рацион и пересматривать его. Но опять же, я хочу, чтобы он был удобен в случае, если я где-то в поездке и так далее. То есть это должно быть что-то заменяемое, легко доступное, мясное в большей части. Да. Короче, есть над чем подумать. Пару слов еще по самочувствию хочу сказать. Вот в понедельник уже делал полноценную зарядку. Ну, почти там, чуть-чуть я пресс там 2/3 сделал. Отжимания, по-моему, планку там что-то тоже я так еще не на полную делал, как раньше. Потом вчера я просто поленился, мог бы делать. И я такой решил, буду через день, пока не буду газовать, типа давать нагрузку организму. Ну, понятно, что это обычная отмазка. Ну, решил, раз через день, то сегодня же надо было делать. Ну, и сегодня уже сделал там, условно, вместо 40 приседаний 35, там вместо 60 пресса 50. Ну, в общем, выхожу на свои старые количества потихоньку. Вот. Чувствую себя при этом вроде как неплохо. Ничего у меня так глобально не болит. Отдохнувшим чувствую тоже. Ну, не могу сказать, что что-то по этим боррелиям как-то на меня влияет. Не знаю. Может быть, все идет нормально. Единственное, что на ноге пятно-то есть. Это красное. Ну, оно вроде чуть сместилось, стало, может, меньше, но тем не менее есть. Надо сейчас будет у GPT. Вертолетик полетел. Надо будет у GPT расспросить, бывает ли такое, что это эритема мигранс остается после излечения от боррелиоза. Потому как она меня немножечко напрягает. Ну а так-то вот такие новости у меня. Ладно, до завтра.